Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро-расклад, неожиданности и сюрпризы августа. Давайте узнаем, мои дорогие, что нам подскажут карты. У нас сегодня две колоды. Колода цыганского пасьянса и Таро. Цыганский пасьянс больше о событиях в жизни рассказывает, а колода Таро мы тоже зададим неожиданности и сюрпризы, такие вопросы. Больше нам раскроет, чего это может касаться или ваше восприятие. Кому будет более интересно, приглашаю на свой сайт, там есть гороскопы. И на август планетарные. Сверьте с расписанием звезд ваши планы. И также до конца 2024 года. И есть статьи по психологии. Ссылки я оставляю в описании под видео. Перейдите, прочитайте. Какие-то подсказки вы еще для себя, я думаю, получите. Итак, мы идем вперед. Я смотрю на совпадение выпавших карт, и вы смотрите. Если я что-то пропустила, напишите, мы с вами обсудим. Итак, неожиданности и сюрпризы для львов и львиц в августе. Как карты видят август месяц. Перемены, мои дорогие. Причем это те перемены, которые добрые перемены, которые со знаком плюс. Перемены в вашем доме, в вашей семье, в вашей личной жизни. Или какие-то важные согласования по части недвижимости, дома или вашей семьи. Что-то добро, хорошее. Вот именно меняется сама энергетика больше в положительном направлении. Давайте смотрим дальше. И я пока не вижу совпадений во втором ряду, второй, третий. Посмотрите, мало того, что одни перемены нам уже сказали, и костер или семейный очаг, мы говорим, это дом. И все, что с ним связано, или буквально недвижимость, или домочадцы, ваши родные, близкие, любимые люди, дети, внуки, кто угодно. Может быть, кстати, как-то сопряжено, к примеру, ваша личная жизнь. Раньше была дружба, а теперь вы надумаете жить вместе. Вот у кого-то как раз эти два значения так и совпадут. И еще раз перемены или исполнение желаний. Корабль вам выпадает, поэтому действительно что-то доброе, хорошее дважды. И один из символов Меркурия, это где-то может свидетельствовать корабль и вторичные какие-то в другой области перемены. Может быть, есть то, что меняется по части личной жизни или вашего дома, а есть еще и ваша занятость. И если вы, к примеру, имеете бизнес или личное дело, которое сопряжено либо с сферой услуг, либо торговля, вот здесь пойдет в гору, потому что тогда, скорее всего, денежки, ну, как бы больше клиентов, больше людей, заинтересованных либо вашим творчеством, либо вашими услугами, тем, что вы делаете. Какой-то тоже может быть бонус в этом. Согласования, кстати, могут быть удачными. Посмотрите, победа конкретно в каком-то казенном доме может быть. Книга – это казенный дом, тут у каждого по-своему. Это организация, учреждение. Это чиновники, какие-то документы, подписание документов или решение каких-то вопросов. И, кстати, есть какой-то действительно для вас вопрос вот в таком доме или в учреждениях, или что-то вы хотите согласовать, осуществить, подписать контракт, соглашение, оформить, может быть, и рассчитаться с кредитом у кого-то так. Такое тоже может проиграться, хоть напрямую деньги не выпали, но много других карт. Так вот, и вы можете переживать, вот я о чем. Получится или не получится у вас что-то осуществить. И как раз у вас что-то получится, мои дорогие, не переживайте. Тут действительно перемены сами по себе. И плюс еще те перемены, когда вы что-то
Ну, вот какой-то очень важный вопрос вы решаете. Я не могу сказать, что, кстати, какие-то переживания уйдут. Вот посмотрите, вам выпадает лебедь. Это верность и любовь. Но какой-то червь сомнения. Череп – это наши именно сомнения, переживания. Они ни на чем не основаны. Но вот по какой-то причине вы можете сомневаться. Поэтому не сомневайтесь, если мы говорим о партнерских отношениях. В принципе, есть тот человек, которому вы можете доверять, или который вам приходит на помощь, на выручку. И это немаловажно. Или есть какое-то торжество. Ну, мои дорогие, у вас и дни рождения у многих именно в августе. Поэтому поздравляю, может быть, правда, торжество какое-то. У кого-то, может быть, и не только с торжеством связано, но есть и какая-то еще, ну, как пункт, который, вот, кстати, по которому вы можете переживать. Может быть, как раз не оставьте какую-то историю, которая связана, кстати, именно вот с организациями, учреждениями или какими-то инстанциями, не оставьте на потом. Потому что, ну, если вы так чересчур расслабитесь, вы можете либо упустить время, либо упустить какую-то возможность. Или, если мы говорим, вы переживаете по поводу какой-то информации, известия, опять же, из какой-то инстанции, то тогда все равно этот вопрос есть возможность решить. Так или иначе. Может быть, даже если не совсем тем путем, как вы предполагали, но изменить все-таки в ваших силах. Хотя, знаете, я бы сказала, отправляясь еще, нож выпадает, да, вот сейчас совпало, я вижу. Отправляясь в какие-то инстанции, правда, вы можете быть не согласны с каким-то чиновником. Буквально. И для кого-то из вас это, знаете, как взыграло эго наше. Тут независимо от знака зодиака мы часто бываем не согласны с какими-то положениями, или мы можем быть резки, у нас может быть не очень самое такое хорошее настроение, которое располагает к задушевным беседам, особенно с чиновниками. Так вот, особенно когда вопросы какие-то сложные. Поэтому будьте дипломатом, не обострите какие-то отношения, потому что видите, как выпадает. Как будто есть и инстанции, есть и нож, есть и колокол. То есть это какая-то история, которую вам нужно красиво завершить, но никак не обострить, не пытаться кому-то что-то доказать. У кого-то конкретно это может быть ваша работа и какая-то беседа с руководителем. Может быть, и хочется настоять на своем. Может быть, вам что-то такое предлагают. А может быть, у кого-то вы хотите поменять работу, а вас не отпускают. Ну, значит, все равно будьте дипломатами, потому что, ну, как-то тут наскоком не получится решить. Тут придется договариваться. Давайте вот мы узнаем на картах Таро. Неожиданности и сюрпризы августа для знака зодиака Лев. И первые неожиданности. Неожиданности – это где-то я подразумеваю какой-то возможный минус. То есть, ну, то, что нас где-то не сразу радует. А тут у вас, смотрите, какая карта. Колесница, куда-то поехать. Или поменять жизнь. Или изменить работу, правда, на что-то другое. Тут у вас вообще может жизнь как-то так меняться. Может быть, в связи с этим и работа меняется, и личная какая-то, как личный статус меняется. Нам карта говорит, не оглядывайся назад. По колеснице встречай все новое, что приходит на твой порог. Ни от чего не отказывайся. Ну, у кого-то может быть смена автомобиля. Вот банально даже так может проиграться. Неожиданно, когда вам придется это сделать. Я тоже не могу этого исключить. Ну, по разным причинам. Давайте я сама достану неожиданности. Но все же это старший аркан, он говорит как раз о том, что что-то меняется. Но чего бы тут ни касалось, старший аркан колесница, мы говорим перемены. И это тоже более такие счастливые перемены. И рядом у вас выпадает карта победы, шестерка жезлов. Но она говорит, нет, Лев, ты не расслабляйся, ты не думай, что ты все вопросы решил. Тебе придется эту победу удерживать, тебе придется чему-то уделять внимание. Все то, что у вас получается осуществить в августе.
Это не к тому, что какой-то релакс после этого наступает, а к тому, что вам придется наоборот уделять больше какой-то своей активности, внимания вот в том направлении, где у вас получается этот плюс. У кого-то в личной жизни, у кого-то по работе, у кого-то из вас по части перемещений, у каждого здесь свое. Колесница, перемены мы говорим, и победа. Счастливые перемены, но не расслабишься. Неожиданности. Правда, у кого-то новая работа, новая должность, кстати, получение денег в неожиданностях, может быть и так. Или какая-то, ну, финансовая составляющая, которая для вас, вам чем-то помогает. Или это может быть туз, один пентакль. Это как семя, так вот, если иносказательно, аллегорически, мы садим в землю, и потом получим какие-то плоды хорошие. Поэтому, почему я и сказала, у кого-то получение новой должности или новые способы заработка. Может быть, вы чему-то обучались, и теперь вы приступаете к работе, делаете первые шаги. И тогда с осторожностью у вас что-то может получиться сразу, но последует следующим шагом ваше внимание, как будто адаптировать, может быть, новое начинание к реалиям жизни. У кого-то будет и так. Но прогресс очевиден. Но искусство где-то мелких шагов. Или идите по ситуации. Вот об этом где-то говорит старший аркан Колесница. Что-то у вас получится, но это нужно продолжать. Это нужно держать под контролем, мои дорогие. Здесь не такой, вот знаете, как фурор, и сразу все. Мы получаем и где-то радуемся, и после этого отдыхаем. Нет, тут мы что-то продолжаем. Сюрпризы. Но в неожиданностях, посмотрите, какие добрые карты у вас выпадают. Сюрпризы, мои дорогие львы. В августе. Нам карта говорит, возьми, кстати, где-то паузу. Или приведи мысли в порядок. Может быть, есть конкретная какая-то, вот как нам здесь уже тоже говорили про праздник, гости. Может быть, с какими-то людьми вы столкнетесь, находясь в гостях. Не обязательно, что это ваше день рождения, хотя по-разному может быть. Или будет какое-то торжество, кстати, куда вы будете приглашены. И тогда следует отправляться, потому что там может быть какой-то сюрприз. Там вы можете познакомиться с человеком. По 4 мечей мы приводим мысли в порядок. Для кого-то из вас здоровье в порядок приводим. Может быть, где-то отдых кратковременный или режим труда и отдыха вам придется сбалансировать, чтобы, ну, себя где-то не вогнать в минус именно из-за усталости. Или, повторюсь, есть какие-то темы, которые вам нужно будет продумывать, решать достаточно хладнокровно. Сюрпризы. Все равно, так или иначе, если даже есть какая-то заминка или ваша вынужденная остановка, после этого вы набираете темп. Или карта может свидетельствовать, что уже то дело, мои дорогие, которое у вас застопорилось, оно быстро решится. Вот эти 2 карты можно читать по-разному, и у каждого какая-то своя данность. То, что, может быть, зависло даже на месяцы, а в августе придет движение, карта скорости, и вы чего-то не можете оставить на потом. Сюрпризы будут как раз в том, что вы правильно на что-то прореагируете. И, может быть, у кого-то это надо собраться и отправиться. Не завтра, а именно сегодня, сейчас. А для кого-то из вас вы получите какую-то информацию, и вам тоже не нужно долго раздумывать. А вот эта 4 мечей, когда быстро придется проанализировать, вот так холодным умом, исключая эмоции, какое-то предложение. И почему-то там вот сориентироваться. Давайте еще сюрпризы, что это может быть. А вам ваша задача в какую-то апатию. Вот, или уйти из этой апатии, или из каких-то разочарований. А как раз увидеть какую-то реальность. У вас будет возможность выйти как раз из какого-то или из какой-то паузы, или словно тормоз какой-то в чем-то у вас тормозятся дела. И здесь вот как сюрпризы, это как посыл или какое-то движение, но некоторый драйв или информация, который как раз и запускает какой-то механизм перемен. Что-либо меняется. Давайте я достану карту совет. Что же это такое?
А вы правда можете раздумывать? Двойка мечей. Стоит, не стоит, а нужно мне этим заниматься или нет? Или просто чего-то выжидать? Вам придется делать выбор. Если вы не сделаете выбор, вы упустите время и саму по себе возможность. А что еще? Карта совет. У кого-то это могут быть как новая работа, новые отношения, новая должность. И здесь вам буквально нужно не сглупить, да, надеяться на самих себя. Хаос перед началом творения. Для вас организовать как-то жизнь придется по-новому. А вам попросту вот этот выбор может стоять, потому что я не хочу. Я в каком-то другом контексте это вижу. И вы упустите действительно возможности. К вам возможности могут приходить в августе совсем не тем путем, как вы это предполагаете. К примеру, вам предложили должность, а вы хотели другую. Вы хотели отправиться в одно место, вам предлагают другое. Вы собирались найти работу, писали резюме в одном направлении, и вдруг вам что-то предлагается совершенно другое. И вы можете сказать «нет». И вам потом не предложат ничего. Хорошо, ваши действия. Но здесь как какой-то импульс, какая-то идея может, правда, прийти. Ваши действия. Но вам надо все просчитать. У кого-то это может касаться и вопрос, который касается, именно связан с детками вашими, может быть и так. И тогда рационально увидеть, что есть по факту, чтобы быстрее решить тот или иной вопрос. И для кого-то это может как раз означать, вам придется менять график своей работы. И возможности-то как раз будут. Или какое-то событие вас может подтолкнуть изменить график своей работы. И что это будет? Вот сколько карт уже. Вот я вижу, понимаете, как приходит вам какое-то предложение, посмотрите. Вот если мы так разберем. Не думала, что так затянется наш расклад. Вот смотрите, вроде была какая-то пауза. Карта скорости выпадает. И потом опять вот эта пятерка кубков. Это ни о чем, это сожаление. Как будто если ты потерял время, то ты вот опять замер где-то, почти вернулся к этой четверке мечей. И далее. Четвертая, точнее, карта, у нас двойка мечей была, я сказала, вы никак не можете сделать выбор. И есть отчасти готовность как бы к новому. И с чем-то как будто нужно согласиться или принять новые правила игры. А вы можете и отказаться. И это новое, оно вот здесь у каждого по-своему. У кого-то какая-то личная своя ситуация, а у кого-то, когда вам что-то предлагают, а вы на это не готовы. Два пажа. Есть определенная, ну, где-то, назовите это детскость, или назовите, когда я не чувствую себя профессионалом, или я не могу что-то просчитать. Насколько возможно, стоит просчитать, но сказать, что вы отказываетесь от чего-то, я не могу. И причем это сделать надо очень красиво. На какой-то проект нужно согласиться так, чтобы себя не обесточить и не попасть в зависимое положение. Но и если вы отказываетесь, давайте я достану две карты. Вот как будто есть какое-то предложение, может быть, для кого-то это актуально. Если вы соглашаетесь с каким-то предложением, если вы говорите «да», что тогда? Тогда какое-то ожидание. А если вы говорите «нет», тогда какой-то спокойный более период жизни. Или для кого-то из вас это в личной жизни как-то решается ваш вопрос. Именно через взаимодействие с вашими близкими или теми людьми, которые входят в ваш круг. Если вы говорите «нет», то вы где-то становитесь непримиримо колючими. И по рыцарю Пентаклей какой тут прогресс? Никакого уже, по сути дела, прогресса. Что-то у вас решается, мои дорогие львы и львицы. Уже больше не тяну, потому что карты, поскольку здесь у каждого какая-то своя ситуация. Поэтому будьте мудры. Не упустите чего-то важного. Договариваться это точно придется. И здесь где-то нам сказали по цыганскому раскладу в том числе. Поэтому, чтобы себе не навредить, но и изменить что-то кардинально в августе, у вас есть возможности. Все же карта победителя и карта сама по себе колесница, перемены. Да и здесь-то нам тоже об этом. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.